Восстание группы «Вагнер». 23 июня 2023 года российская частная военная компания «Группа Вагнера» начала вооруженный конфликт с российскими военными после роста напряженности между лидером Вагнера Евгением Пригожиным и Министерством обороны России. Пригожин назвал восстание местью за то, что, по его словам, было нападением министерства на его войска. Он отверг оправдание российским правительством российского вторжения в Украину, обвинил министра обороны России Сергея Шойгу в военных неудачах России и обвинил его в ведении войны в интересах российских элит. Войска Пригожина утверждали, что взяли Ростов-на-Дону, важный логистический узел с ключевым военным штабом, и, как сообщается, продвинулись на Воронеж, а затем Липецк, в сторону Москвы. В ответ Федеральная служба безопасности ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело за подстрекательство к вооруженному мятежу. В телеобращении президент России Владимир Путин назвал действия Вагнера изменой родине и пообещал подавить мятеж. В связанных с Вагнером телеграм-каналах было распространено видео, которое, по словам Пригожина, было снято в лагере Вагнера, подвергшемся ракетному обстрелу. Пригожин сообщил о начале вооруженного конфликта с Минобороны в сообщении, размещенном в телеграм-канале его пресс-службы. Он призвал всех, кто хочет присоединиться к конфликту против министерства, сделать это, и обвинил Шойгу в использовании артиллерии и вертолетов для уничтожения Вагнера и заявил, что Шойгу трусливо бежал из Ростова-на-Дону в 9 часов вечера. Минобороны опровергла обвинение в нападении на тыловые лагеря Вагнера. После этого Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в отношении Пригожина возбуждено дело по статье 279 УК РФ «Вооруженный мятеж». Генералы Сергей Суровикин и Владимир Алексеев обратились к бойцам Вагнера, призвав их остановиться. Государственный Первый канал России анонсировал экстренный выпуск новостей, в котором ведущая Екатерина Андреева утверждала, что заявления Пригожина о предполагаемых атаках регулярных вооруженных сил на позиции Вагнера были фальшивкой и что президент Путин был проинформирован о текущей ситуации. В ответ на заявление Пригожина, военные и Росгвардии разместили бронетехнику как в Москве, так и в Ростове-на-Дону. В ночь с 23 на 24 июня была обнародована аудиозапись от имени Пригожина, который утверждал, что Вагнер входит в Ростов-на-Дону и призывал регулярные вооруженные силы не противостоять его армии. В другой аудиозаписи он сообщил, что начальник Генштаба отдал приказ ВВС страны открыть огонь по колоннам Вагнера, движущимся среди гражданской техники, обвинив Генштаб в пренебрежении жизнями невинных людей, так же, как они уже 1,5 года убивают собственное население вместо того, чтобы сражаться с врагом. Он также заявил, что некоторые летчики отказались выполнять приказ Генштаба, и поблагодарил их. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков охарактеризовал происходящее как попытку мятежа и заявил, что российские военные ведомства день и ночь докладывали ему по приказу Путина о последних событиях. На фоне заявлений Пригожина, Россия заблокировала Google News. 24 июня силы Вагнера утверждали, что взяли под свой контроль военные здания в Ростове-на-Дону, а The New York Times сообщила о проверенных кадрах, на которых Пригожин находится во дворе здания штаба Южного военного округа. На кадрах зафиксированы столкновения, происходящие в городе между Вагнером и военными. Сообщается, что кадыровцев отправили в Ростов, они либо отказались войти в город, либо мирно сдались силам Вагнера. Наступление на Москву. В новом аудиосообщении, обнародованном от имени Пригожина, он утверждал, что истребители Вагнера сбили военный вертолет, открывший огонь по колонне. Пригожину было предъявлено обвинение в организации вооруженного восстания после того, как он пригрозил атаковать российские войска в ответ на авиаудар по его военизированным формированиям. Силы безопасности обвинили его в организации попытки государственного переворота, поскольку он пообещал провести «марш справедливости» против армии. Пригожин разместил голосовую заметку, в которой утверждалось, что Вагнер покинул Украину и наступает на Ростов-на-Дону. Старшие генералы призвали бойцов Вагнера отступить. Тем временем ФСБ заявила, что возбудила уголовное дело против Пригожина и приступила к его аресту. Наступавшая в направлении столицы колонна Вагнера подверглась обстрелу с российских вертолетов.
Губернаторы Липецкой и Воронежской областей призвали всех мирных жителей оставаться дома после сообщений о военных колоннах и столкновениях вдоль трассы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия. Пригожин встретился с заместителем министра обороны России Юнусбеком Евкуровым в Ростове-на-Дону. Евкуров пытался, но не смог убедить Пригожина вывести свои войска. Он сказал Евкурову, что «люди умирают в Украине, потому что вы бросаете их в мясорубку. Без боеприпасов, без каких-либо мыслей, без каких-либо планов». В сообщениях в социальных сетях были показаны кадры боевых действий между войсками Вагнера и военными в Воронеже, при этом Reuters цитирует военные отчеты. По сообщениям СМИ, группа Вагнера взяла под контроль все военные объекты в городе. Несколько часов спустя BBC подтвердила, что сотрудники Вагнера были замечены в наступлении через Липецкую область между Воронежем и Москвой. Агентство Reuters сообщило, что под Воронежем силы Вагнера были атакованы вертолетом. Шпигель сообщил, что билеты на все рейсы из Москвы были распроданы, так как люди пытались бежать от приближающейся колонны. Британская газета The Independent широко сообщила, что вооруженное восстание движется к Москве. Согласно сайту отслеживания самолетов Flightradar 24, самолет, которым пользовался Путин, вылетел из Москвы и направился в сторону Санкт-Петербурга. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путина на борту не было и он остался в Кремле. Власти также объявили об ограничениях на поездки в соседней с Москвой Калужской области, а губернатор Владислав Шапша призвал жителей воздерживаться от поездок на личных автомобилях по этим дорогам без крайней необходимости. Сотрудники ФСБ провели обыски в штаб-квартире ЧВК Вагнера в Санкт-Петербурге. По неподтвержденным сообщениям российских СМИ, картонные коробки с 4 миллиардами рублей, 47 миллионов долларов, были изъяты из автомобилей возле офиса. Пригожин сказал, что деньги предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам и других расходов компании. Путин впервые с начала мятежа обратился к нации в телеобращении, назвав действия Вагнера изменой и пообещав предпринять жесткие шаги для подавления мятежа. Путин заявил, что ситуация угрожает существованию самой России, и охарактеризовал мятеж как удар в спину и смертельный удар на фоне продолжающейся российско-украинской войны, проводя параллели с русской революцией и предупреждая о потере территории. Путин также напомнил о трагедии гражданской войны в России 1917-1923 годов. Однако Путин не упомянул ни Пригожина, ни Вагнера напрямую. Утверждение Путина было опровержением предыдущих заявлений Пригожина о том, что Россия теряет территории в войне на Украине из-за бесхозяйственности Министерства обороны и что действия Вагнера против министерства были направлены только на улучшение ситуации в России. Пригожин заявил, что его главной целью было отстранение от должности Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Пригожин ответил на заявление Путина, заявив, что Вагнер отказывается подчиняться президенту или ФСБ, обвинив Минобороны в предательстве группировки на Украине, обогатившейся за счет коррупционных схем во время войны, и заявил, что России надоело управляться коррупцией и бюрократической волокитой. Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко заявила, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения Вагнера на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Было заявлено, что на тот момент есть проект урегулирования ситуации с ЧВК «Вагнер» с гарантиями безопасности для ее бойцов. К этому привели переговоры Лукашенко и Пригожина, которые велись по согласованию с Путиным. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. «За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Песков в беседе с журналистами заявил, что уголовное дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Евгения Пригожина, будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнера» уйдет в Беларусь. Наемников ЧВК «Вагнера», участвовавших в мятеже, преследовать не будут ввиду их заслуг на фронте.